Друзья, всем привет! В этом видео покажу секретный способ, как можно легко оживить вашу батарею от ноутбука, не прибегая к варварским методам ее разборки. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Для начала перейдем на экран ноутбука. Для просмотра параметров батареи я использую такую программу. Оставлю ссылку под видео. Можно использовать также AIDA 64, это кому как угодно. Видно, что батарея полностью разряжена. Также видим, что износ всего 41%. У большинства из вас будет такая же картинка. 0% доступно, подключена, заряжается, но на самом деле всегда остается 0%. Вынимаем батарею и за стол. У меня еще имеется индикатор заряда. Нажимаю, он также показывает, что батарея не рабочая. А это следы от прошлых издевательств над батареей, попытки ее разобрать, как многие учат. Крайне не советую так делать, тем более смысла в этом нет никакого. У большинства из нас плюс и минус – это самые крайние контакты. В основном плюс справа, а минус слева. Так как гнездо контактов щуп не проходит, я использую скрепки от сим-карты. Необходимо проверить состояние контроллера. Как я и предполагал, из-за сильного разряда он закрыт и напряжение стремится к нулю. Далее нужно добраться до контактов непосредственно аккумуляторов, минуя контроллер. Я использую сверло 2 мм. Если сверла нет, можно накалить гвоздь и проплавить отверстие. Сверлим очень аккуратно. Все, достаточно. Доступ есть, теперь замеряем напряжение. Оно такое же, как показала программа. Вот сюда я и буду подключаться. Понадобится два обычных самореза, которые необходимо слегка вкрутить в отверстие. Снова проверяю контакт. Все хорошо, контакт есть. Заряжать я буду 12-вольтовым аккумулятором от шуруповерта. Рекомендую использовать именно аккумулятор, чтобы не перезарядить батарею. Можно брать любой на 12-14 вольт. Машины не советую, так как ток большой. Подключаю плюс к плюсу, минус к минусу. Важно не перепутать. Есть у меня вот такой провод. Его и подключаю. Еще раз проверяю контакт. Готово. Все подключено. Видно, что напряжение начинает потихоньку подниматься. Мне нужно примерно 11,5-11,7 вольт. Оставляю минут на 15-20. Итак, прошло 20 минут. Видно, что напряжение повысилось. Теперь проверяю напряжение на контактах. Нужно, чтобы контроллер открылся. И вот она победа. Контроллер наконец открыт, и ноутбук сможет теперь общаться со своей батареей и заряжать ее. Остается разобрать нашу конструкцию и батарею ставить на свое место в ноут. Очень важный момент. Не советую передерживать с посторонней зарядкой. Если перезарядить, то контроллер уйдет в защиту и потом уже ничего не поможет. Переместимся снова на экран. Можно заметить, что напряжение начало подниматься. И уровень заряда батареи также вырос. Теперь ждем полной зарядки. Прошло почти 2 часа, и батарея полностью заряжена. Также видно, как поднялось напряжение. Ну и самое главное, подключаю ноутбук к сети. Все прекрасно работает. Друзья, всем спасибо, что смотрели. Оставляйте свое мнение в комментариях под видео. Всего вам доброго. Пока.